Франсуаза Саган, французская писательница, драматург, в 1985 году удостоена премии князя Монако за вклад в литературу. Обязательный секс – это, по-моему, смертная скука. Отчаяние – такое странное чувство. И странно, что после этого выживают. Надо называть вещи своими именами. Человек любит, а потом больше не любит. Слава приходит не внезапно, а потихоньку. Чтобы мужчина и женщина полюбили друг друга, недостаточно вместе смеяться. Надо еще заставлять друг друга страдать. Как ни теряй голову, при скорости 200 в час, любовь отступает на задний план. Совсем не обязательно говорить с человеком о литературе, иногда достаточно просто танцевать с ним. Любовь – прекрасная вещь, не такая уж необходимая, но для полного счастья нужно быть любимым и горячо любить самому. Иллюзия искусства – оно заставляет поверить, что великая литература вырастает из жизни. Но все обстоит наоборот, жизнь аморфна, литература дает ей форму. В любви, как на войне, горе побежденному. Чересчур – слово куда более пристойное, чем недостаточно. Когда все решено, тогда уже не страшно. Плохо, когда цепляются. Надо прожить чью-то жизнь, то есть надо читать, чтобы обрести способность воспринимать собственную жизнь всеми 5 чувствами. Все браки удачны. Трудности появляются только тогда, когда начинается совместная жизнь. Для внутреннего спокойствия нужна внешняя суета. Любовь иной раз можно определить, как желание делиться всем только с одним человеком. Всегда приятно видеть веселыми людей, которым мы причинили огорчение. Это меньше расстраивает. За гордую осанку приходится дорого платить. Время читать – это всегда украденное время. В этом, несомненно, причина того, что метро является собой величайший в мире читальный зал. Нынешняя Россия подобна неправедно осужденному человеку, которого наконец выпустили на волю. Он вновь стал свободным, но гол как сокол, не имеет за душой ничего, кроме силы до покорности. Счастье – вещь ровная, без зарубок. Скорость – не призыв жизни, не вызов ей, а порыв к счастью. Поверьте, в тот день, когда вы устыдитесь того, что любите, вы погибли.
погибли для самого себя. Быть свободным 23 часа в сутки и полчасика чувствовать себя одиноким. Иная трезвость хуже неизлечимой слепоты. Моя любовь была безумием. То, что называют безумием, для меня единственный разумный способ любить. Иметь право думать, что хочешь, думать дурно или вообще почти не думать, право жить, как тебе нравится, быть такой, как тебе нравится. Каждому хочется, чтобы на него обернулись, когда он идет по улице, чтобы кто-то беспокоился, когда ему не спится, чтобы кто-то его понял, если он рассмеялся или заплакал. Если ты пьян, можешь говорить правду, никто не поверит. Любовь – самая приятная, самая настоящая, самая правильная вещь на свете. И не важно, чем ты за нее платишь. Для ревнивого человека самое ужасное – смех. Лучше быть счастливой или несчастной, чем вообще ничего. Все женщины на один лад, они всего требуют, все отдают, незаметно приучают вас к полному доверию, а затем в один прекрасный день уходят из вашей жизни по самому ничтожному поводу. Женщины и правда бывают как-то особенно глупы, и выносить это под силу только мужчинам. Счастье мимолетно и лживо. Вечной бывает только печаль. Для здоровья женщин восхищенные взгляды мужчин важнее, чем калории и лекарства. Куда более разумно все-таки наделять какими-то качествами других, чем признавать свои недостатки. Не люблю, когда свои вкусы превращают в философию, полную презрения к тем, кто их не разделяет. Глупость не обязательно делает человека злым, но злоба всегда делает его глупым. Когда мечтаешь о чем-то как об огромном несбыточном счастье, перестаешь замечать маленькие дорожки, по которым можно до него дойти. Мы плачем, приходя на свет, а все дальнейшее подтверждает, что плакали мы не напрасно. Если женщине и нужна логика, то лишь для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Тому, кто любит жизнь, никогда не хватит слов, чтобы ее описать. К чужим недостаткам легко привыкнуть, если ты не считаешь своим долгом их исправить. Чаще всего любовь – это война, борьба, где каждый пытается завладеть другим. Отсюда ревность, собственничество, ощущение зависимости, даже в отношениях, которые кажутся самыми великодушными. Как любая борьба, она порождает жертвы. Всегда есть кто-то, кто любит больше,
чем другой, тот, кто страдает, и кто-то, кто страдает от того, что заставляет кого-то страдать. К счастью, отношения можно изменить так, что все могут поменяться местами. Чтобы вызвать скорбь и слезы, необходимо создать соответствующую обстановку, расставить декорации, придумать подробности и нюансы. Слава Богу, что радость и смех вызывают и самые незатейливые сюжеты. Наступают минуты, когда уже нельзя бросаться в атаку на жизнь, а нужно защищать себя от нее, как от старинной, чересчур навязчивой приятельницы. Идеального мужчины не существует. Идеальный мужчина – это тот, кого ты любишь в настоящий момент. Жизнь – это как волны в море. Одна несет вверх, другая вниз. Так жаль любовь, всякую любовь, обреченную угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях. Неверность – это когда тебе нечего сказать мужу, потому что все уже сказано другому. Мужчины всегда думают, что женщину, которую они желают, желают все мужчины на свете. Им не приходит в голову, что мы просто можем вызвать к себе интерес, внимание, а не только похоть. Комплимент повышает производительность женщины вдвое. Скука – это когда рядом нет людей, которые тебе нужны. Прощение означает, что все уже кончено. Любую женщину можно назвать невозможной, пока с ней не переспишь. Все невозможные, каждая на свой лад. Чтобы быть любимой, лучше всего быть красивой. Но чтобы быть красивой, нужно быть любимой. Очень умные люди не бывают злыми. Злость предполагает ограниченность, глупость априори. Только закрыв за собой дверь, можно открыть окно в будущее. Только попрощавшись с тенями прошлого, можно увидеть свет будущего. Человек зачастую совсем не похож на того, каким мы его представляем или каким он показался нам поначалу. Все люди, без исключения, крайне уязвимы и в каких-то своих черточках трогательны. И, конечно, куда уж более сложны, чем хотелось бы нашему пресыщенному ироничному взгляду. Удерживайте детей распахнутыми руками. Платье не имеет никакого смысла, если оно не вселяет в мужчин желание снять его с вас. Опыт – это сумма совершенных ошибок, а также ошибок, которых, увы, не удалось совершить. Существует определенный возраст, когда женщина должна быть красивой, чтобы быть любимой, затем приходит время, когда она должна быть любимой, чтобы быть красивой. У мужчин больше проблем, чем у женщин.
Прежде всего им приходится терпеть существование женщин. Во всяком искреннем чувстве, каково бы оно ни было, нет ничего смешного. Есть возраст, когда женщина должна быть красивой, чтобы быть любимой, а потом приходит время быть любимой для того, чтобы быть красивой. Франсуаза Саган. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.